Сегодня у нас последний день в Праге. У меня помятое лицо, потому что я только недавно проснулась. Сейчас мы идем завтракать. Наконец-то сходим на все эти еврейские музеи. И выезжаем уже в Словению. Возможно, по пути мы заедем в Брно или в Мюнхен. Но в связи с наплывом беженцев в Германии, чтобы не стоять там в этих пробках и проверяниях, скорее всего, мы в Мюнхен не поедем. Ну, посмотрим, в общем. Такие пока планы нечеткие. Сейчас позавтракаем, выселяемся с гостиницы, закидываем чемоданы, едем в музей, а потом посмотрим, куда едем. I used to rule the world. Seas had rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king's dead. Наткнулись на какую-то съемочную площадку. Тут вон понагнали старых чешских машин. Это реально настоящие старые чешские машины. Вообще здорово, преимущество вот снимать старые фильмы. Даже морковка с картошкой настоящие. Так выглядела бы Прага, я не знаю, наверное, в 30-х или 40-х годах. Здорово. Как мы поняли, это воссозданный еврейский квартал. Ну, видимо, уже с набегами фашистов. Потому что вот здесь проявляется уже свастика. А так очень здорово. Это вот еврейский, точно еврейский квартал. Джуд. И вклинивается настоящее. Очень красиво, здорово. Посмотрите. Мы припарковали нашу машину где-то возле реки. И теперь какие-то мешки у меня. Вообще теперь пешком идем к синагоге и еврейскому музею. Мы почти дошли. В Праге ужасно холодно. Видно по моему краснющему носу. Зима, в общем, продолжается в Праге. Я уже жду не дождусь, когда мы вернемся в Словению, потому что в Словении уже давно стало, ну, как бы не жара, конечно, но значительно теплее. В общем, заходим. Мы ходили, смотрели рисунки детские. Во время войны было собрано более 8000 детей, отправлено в гетто. Кого-то в Германию, кого-то непонятно куда. Все они погибли. Дошли до самого кладбища. Это одно из самых старейших еврейских кладбищ в мире. И начинается оно с 13 века. Так это кладбище выглядит. Понятное дело, что если с 13 века это кладбище существует, то здесь очень старые надгробия. Выглядит, конечно, это жутковато. Прям как в фильмах ужасов.
судя, как говорят историки, судя по количеству вот этих надгробий, здесь захоронено всего 12 тысяч евреев. Но на самом деле здесь захоронено в десятки раз больше, около 120 тысяч евреев. 300 лет здесь захороняли людей. Ну, то есть можно представить, надгробие 12 тысяч, а захоронено около 120 тысяч людей здесь. 120 тысяч, можете себе представить на вот таком клочке земли? В общем, наш гид, аудиогид, рассказал, что почему вот эти вот надгробия так близко друг к другу расположены, что на самом деле людей хранили просто слой за слоем. Слой мог доходить до 10-12 человек, то есть такое многоэтажное кладбище, тело на тело, поэтому надгробие на надгробие стоит. Дошли до самой старой синагоги. Я хотела посмотреть всего, самое главное, это кладбище и вот эту старую синагогу. В отличие от других синагог, в эту, возможно, мужчинам заходить только с кипой. Кипу дают бесплатно. Папа с кипой. Все, мы обошли весь еврейский музей, еврейский квартал, все синагоги, кроме испанской. Кажется, мужик еврей прошел в шляпе, да. Ну, в общем, классно было, конечно, интересно, но больше всего мне хотелось посмотреть кладбище. Оно, в принципе, оправдало мои ожидания, но реально было интересно. Немножко страшно было, ну как страшно, но неприятно. И второе, хотела посмотреть самую старую синагогу, ну, синагога как синагога. Интересно было, конечно. Ну, какая она есть, такая есть. В принципе, чего можно было еще ожидать. Ну, а музей — это на любителей. Я в музей не очень люблю ходить, особенно такого рода, экспонаты там рассматривать, читать. Так что это на любителей. Я бы посоветовала, если вы собираетесь покупать, там можно взять просто билет на кладбище, посмотреть. Так что берите просто билет на кладбище. Остальное, в принципе, не так интересно, если, конечно, вы не любитель. Да, сейчас мы идем, отдадим аудиогид, заберем мои документы, потому что документы надо было оставлять в залог. Возьмем трудельников в дорогу и уже направимся в Словению. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. Вот мы взяли еще новых попробовать трудельников. Если вы пойдете прямо вот от Карлова моста, перейдете через дорогу и пойдете прямо, здесь будет такая улочка, где продаются вот такие вот трудельники. Мы взяли все с труделем, с шоколадом, с клубникой, в общем, почти все вкусы и еще оригинальник с собой в дорогу. Все, мы уже покушали, все посмотрели, решили возвращаться тем же путем, а тут уже снимают фильм. Это реально не инсталляция, а снимают настоящий фильм. Нас туда уже не пускают. Мы обошли с другой стороны. Посмотрите. В Европе очень легко снимать такие исторические фильмы. Нужно просто людей переодеть и все.
Here, Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know Saint Peter won't call my name. Never alone this word, but that was when I ruled. В общем, катаемся, ищем супермаркет, где купить знаменитую бехеровскую чешскую. А я заранее выгляжу как бомж. Вот у меня волосы уже развалились, хотя мы еще едем часа 2 максимум. Ну, я не отстаю от своего имиджа. Все, я уже наконец-то в привычном своем заднем сидении. Обычно езжу на заднем. Уже закат, поэтому это, наверное, последнее видео. Мы покидаем Чехию. Будем уже через Австрию возвращаться в Словению той же дорогой, что мы и приехали. В принципе, мы также едем. Солнышко наконец-то вылезло.